Всем привет! И сегодня я буду строить опять Икарус. Я не знаю почему, но вы очень любите Икарусы, и у меня в заказах очень много этих моделей. И в этот раз я буду делать его немножко другим, более пожившим свою жизнь. Итак, пошли смотреть, как я собираю и крашу эту модель. А это смоляная модель от ТВД, и обычно тираж таких моделей невелик, и их быстро раскупают на официальных площадках. Тем более это же Икарус, и такие машины просто обожают в нашей стране. Эта автобусная марка стала мемом и даже именем нарицательным, ведь любой городской автобус называют Икарусом, так же как Газелью любой небольшой грузовичок и КамАЗом любой крупный грузовик. А один подобный автобус я уже успела построить в прошлом году, и это был красно-белый образец с номерами Германской Демократической Республики. А этот автобус я выполню в классическом икарусном грязно-желтом цвете. Модель после несложной сборки, а тут из деталей присутствует только днище, корпус, 2 моста и куча сидений, я загрунтую аэрозольным грунтом от Звезды. И мне не понравилось, что он не обеспечивает постоянство качества, и по совету моих зрителей я нашла более подходящий для наших задач грунт, который я применяю сейчас. Но о нем я более подробно расскажу вам в последующих видео. А купить все необходимое для постройки такой модели, и в том числе краски и инструменты от фирмы Мачете, вы можете в интернет-магазине «Модельная лавка». Оперативная доставка во все уголки нашей страны разными почтовыми и курьерскими службами делает этот магазин одним из самых лучших. Я сама регулярно пользуюсь услугами «Модельной лавки». А применяя этот промокод на свой первый заказ, вы не только сэкономите 500 рублей, но и поддержите развитие моего канала. Ссылочка на магазин и промокод на скидку есть в описании к видео. После того, как грунт высох, я окрасила корпус Икаруса в традиционный желтый цвет, и у красок Мачете есть соответствующий цвет, который так и называется – Икарус Yellow. И, кстати, желтые краски у Мачете имеют хорошую укрывистость. Вообще желтый цвет довольно проблематичный. Такое ощущение, что многие производители в него кладут довольно мало пигмента. А мои опытные зрители, наверное, помнят, как я мучилась желтым цветом на других моих моделях. Например, когда я красила надстройку Татры «Золотая ручка». И мне тогда пришлось наносить буквально 7 слоев краски, чтобы закрыть грунт. Но краски от Мачете в этом плане меня приятно удивили, как и в принципе вы можете видеть на этих кадрах. Также мне надо было загрунтовать и покрасить в базовый цвет многочисленные сиденья, и вначале я детали покрыла черным грунтом, а потом покрасила в базовый кожаный цвет и теперь вручную окрасила поручни. Ну а больше контента обо мне, вне моделизма или неудачные дубли моей Ну а больше контента обо мне вне моделизма и неудачные мои эмоциональные дубли вы можете найти на моей страничке на Бусти. А также вы можете поддержать там мою работу. Ссылочка на Бусти есть в описании к видео. А также большое спасибо моим спонсорам, которые поддерживают меня через функцию спонсорства и на YouTube, и через ВК-донат, и в моей группе ВК. Ссылочка на группу также есть в описании. А в группе я публикую мои текущие стройки и также работы моих зрителей. А теперь я приклеиваю сиденья на свои места. Это довольно медитативный процесс. Казалось бы, еще совсем недавно по улицам наших городов ходили эти прекрасные венгерские автобусы, как правило, желтого цвета, Икарусы. И в них было холодно зимой и очень жарко летом. И они были очень шумные и совсем неспешные, и при этом такие родные. И для многих из нас автобусы Икарус были и будут любимыми автобусами нашего детства, а со временем ставшими символами ушедшей эпохи. Желтый Икарус – это не просто старый автобус, на котором многим из нас довелось когда-либо поездить. Это самый настоящий символ нашего детства, юности и молодости. Этот автобус возил нас в школу и забирал нас из нее, и на нем мы ездили в институт и на вечеринки. Он нас возил и на стадионы, и в торговые центры. Вот только тогда мы были молоды и не придавали этому значения, и не ценили те моменты. А потом Икарус ушел из нашей жизни, ушел навсегда, оставив нас с новыми современными автобусами и маршрутками. И тогда многим из нас стало грустно, нет, не сразу, а по прошествии многих лет. Возможно, поначалу многие из нас даже радовались его уходу, ведь на смену ему пришли новые, красивые, современные автобусы, в которых были удобные сиденья, хорошая шумоизоляция, а также удобная посадка и даже кондиционеры. Они были лучше и технологичнее, чем старик Икарус, но это были обычные машины без души, простой общественный транспорт, не вызывающий никаких эмоций. Желтый Икарус был не таким, он был живым и настоящим, и его действительно ждали на остановке с надеждой, вглядываясь вдаль. И отнюдь не потому, что так хотели уехать. Его ждали как старого доброго друга, который заберет тебя под проливным дождем в мороз или же в изнуряющую жару и отвезет туда, куда тебе нужно. И сейчас его время безвозвратно ушло. По улицам наших городов ходят современные лязы, нефазы, мазы, пазы, КамАЗы, электробусы и много еще. Но они не заменят нам желтый Икарус, потому что его нельзя ничем заменить. Он всегда останется в наших сердцах и в воспоминаниях, как что-то приятное, знакомое и очень родное.
даже сейчас, спустя много лет, некоторые из нас продолжают, стоя на остановке, ждать именно его, надеясь увидеть до боли знакомый и такой родной желтый силуэт, зная, что он уже никогда не приедет. У автобуса большая площадь остекления, ведь это логично. И мне предстоит поработать над резиновыми уплотнителями стекол. И окрашиваю я их при помощи краски цвета резиновый черный от ICM. Вдоль корпуса автобуса идет длинная полоса молдинга. И тут есть два варианта, как с ней поработать. Первый – это обклеить ее масками из скотча, но я выбрала более быстрый, но более сложный путь. Я маркером цвета алюминия от Gemscale аккуратно прокрашу нужную мне деталь, а свои огрехи я смою палочкой, смоченной в воде. И на это у меня есть секунд 5. Автобусы в жизни советского человека занимали весомую часть. И судя по комментариям под моими видео с постройкой модели общественного транспорта, у моих зрителей всегда автобусы, несмотря на свое некоторое техническое несовершенство, всегда вызывают теплые и ностальгические чувства. Это в первую очередь касается автобуса ЛиАЗ, на котором катался, пожалуй, каждый житель бывшего Союза. И я строила такую модель, она вызвала немалый ажиотаж. Оно и понятно, это очень культовый советский автобус. И даже у меня есть воспоминания с ним из детства. Апофеозом семейства автобусов в моем послужном списке станет московский автобус МАЗ-203 в собянинской синей окраске. А в процессе работы над этой моделью мне было очень интересно узнать побольше об этом необычном Икарусе. И оказывается, они некоторое время трудились в Сочи, да еще не на самом простом направлении. Они курсировали из Сочи по горной дороге прямо в Красную Поляну. А где-то с середины 90-х годов в частном порядке в городе Сочи появляются необычные короткие, но знакомые на лицо Икарусы. И их было немного, и они запомнились. Это были автобусы Икарус-211. Это междугородний экскурсионный автобус среднего класса венгерской фирмы Икарус. В серию пошел в 1975 году, то есть практически одновременно со своими большими братьями из семейства 200-х. Производился до начала 90-х годов 20 века. И примечательно, что шасси венгры использовали ГДРовские ИФА. Кстати, видео о работе над моделью грузовичка ИФА вы можете найти у меня на канале. А 211 изготавливался для внутреннего потребления Венгрии и для ГДР. СССР такие автобусы не приобретал, в Советском Союзе обходились пазиками. Черной смывкой я выделю рельеф автобуса, и тут он небогато представлен. Самая рельефная часть – это двери и вентиляционные отверстия. Смывка у меня самодельная – это коричневая масляная краска, разбавленная white спиритом. А из лишки смывки я вытираю кистью, смоченной в white спирите. В 90-е годы эти автобусы приобретаются подержанными и возятся из-за границы в города России, в том числе и в Сочи, предпринимателями и небольшими фирмочками. Их стали ввозить ввиду дефицита подобных машин на внутреннем рынке, а также из-за положительной репутации марки Икарус у нас в стране. В Сочи эти Икарусы использовались в качестве экскурсионных автобусов в небольших частных экскурсионных лавках, а также на заказ. На фото Икарус-211 – это автобус 1989 года, и он венгерский, то есть он изначально производился для Венгрии, а затем попал в Россию и в Сочи для работы с пассажирами. А на крыше у него установлена защитная сетка от мелких камней, и по требованию того времени все автобусы, посещающие поляну, должны были быть оборудованы именно такой конструкцией. И я решила несколько украсить автобус, ведь часто у таких машин бывали украшения сверху лобового стекла. И за основу я возьму детскую цветную бумагу для поделок, а точнее это бархатный картон, а куском декоративной нити я придам этому украшению царского шарма. И готовую поделку я приклею к корпусу автобуса с внутренней стороны на клей ПВА. Постепенно к середине 2000-х годов в заказном экскурсионном деле транспорт, купленный в 90-е, заменяют на более комфортабельные автобусы, и тоже преимущественно бывшего употребления. Следующий этап жизни 211-х – это работа в качестве вахтовок. После окончания масштабного строительства в Сочи часть автобусов становятся невостребованными. Тем более, если учесть, как за ними ухаживали, очень много такой техники просто утилизируется. Это касается не только Икарусов. Масляными точками я придам модели шарма старины. Почему-то именно такие короткие автобусы у меня ассоциируются с транспортными средствами челноков, которые в 90-е годы по грязным российским дорогам путешествовали по стране в поисках заработка.
Переведу на автобус Текали с номерными знаками, и они позднесоветского образца, что вполне соответствует прототипу. И в довершение образа челнока я припылю автобус с сухими пигментами. А поскольку модель строилась на заказ, будущий хозяин автобуса попросил для него оставить автограф. И вот такой карус у меня получился, настоящий желточек. И именно таким цветом я его и запомнила, а также мачете очень удачно подобрали оттенок, потому что он действительно олицетворяет автобус 90-х годов. Итак, надеюсь, это видео вам понравилось, и вы вдохновились на свои собственные стройки. До новых встреч. Пока-пока.